Виктор проснулся в незнакомом месте, и первое, что он ощутил, это сильную боль в голове. Последнее, что он мог вспомнить, это как он мчался на мотоцикле, ветер развевал его волосы, а ощущение свободы было невыразимо сильным. Однако теперь вокруг него стояли медицинские аппараты, а трубки, подключенные к его телу, говорили о том, что его жизнь все еще под угрозой. Сквозь затуманенное сознание Виктор услышал голос своей супруги Карины. Она говорила о его состоянии, и в ее словах было что-то тревожное, что заставило его насторожиться. «Он не проснется», — произнесла она. Сердце Виктора сжалось от этих слов. Карина добавила, что его отец не должен вмешиваться, и это ее решение казалось ему странным. Виктор отчаянно хотел закричать, что он все еще жив, но его голос оставался взаперти. Карина выразила намерение отпустить его, но врач, стоящий рядом, сказал, что его родители верят в чудо. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Виктор не мог поверить, что его жена собиралась сдаться. Она попросила врача уйти, и в палате остались только они двое. Карина подошла к оборудованию, и Виктор с ужасом понял, что она собирается отключить аппараты, поддерживающие его жизнь. В этот момент он издал слабый звук, который, казалось, был единственным признаком его существования. Карина резко обернулась и позвала врача. Врач и медсестра вошли в комнату, осмотрели его, но состояние Виктора оставалось без изменений, он все еще был в коме. Однако медсестра заметила, что он начал сжимать ткань, лежащую рядом. Врач, с удивлением глядя на Виктора, подтвердил, он вышел из кома. Осознав, что снова находится в сознании, Виктор попросил врача не сообщать Карине о его состоянии. Он не хотел, чтобы она знала, что он способен слышать и понимать происходящее. Внутри него зародилась решимость, он собирался взять свою жизнь в свои руки. Вскоре Карине сообщили, что Виктор умер. Она приехала в больницу, чтобы удостовериться, и когда она вошла в палату, сердце Виктора болело от мысли, что она пришла прощаться. Он знал, что не может позволить себе проявить свою жизнь, пока она не узнает правду. По возвращении домой Виктор застал Карину с другим мужчиной. Его гнев вспыхнул, как пламя. «Убирайтесь из моего дома!» — крикнул он. Его голос, полный боли и предательства, заставил их обоих обернуться. Карина пыталась оправдаться, но Виктор был непреклонен. Он сменил замки и велел охране не впускать никого, кроме своих родителей. Виктор завершил процесс развода, и Карина отказалась от своей доли имущества, чтобы избежать выплаты долгов. Это было ее решение, и Виктор понял, что это его шанс начать все с чистого листа. Прошло некоторое время, и Виктор почувствовал, что готов к новым отношениям. Воспоминания о Карине все еще терзали его, но он знал, что нельзя оставаться в прошлом. Он пригласил медсестру, которая ухаживала за ним в больнице, на свидание. Она была доброй, внимательной, и между ними возникло что-то особенное. Это было начало новой главы в его жизни, и Виктор почувствовал, что наконец-то начинает заново. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.